Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейший шоколадный чизкейк. В нем я особенно хочу выделить нежную текстуру сырно-шоколадного слоя. Она позволяет максимально прочувствовать его обволакивающий шоколадный вкус. Друзья, на канале моего мужа Артема вышел простой рецепт кунжутных козинаков. Всего 2 ингредиента, а по вкусу лучше магазинных. В таких батончиках очень высокое содержание кальция, магния и железа. Ссылка в описании под видео. В качестве основы у нас будет реконструированное сабле. Проще говоря, измельченное печенье, заново склеенное с помощью жидких ингредиентов. Я взяла шоколадное печенье, рецепт которого уже есть на моем канале. Ссылочку оставляю для вас в описании под видео. Понадобится 110 грамм печенья. Если я готовлю печенье специально для чизкейка, то раскатываю его максимально тонко, чтобы блендеру было проще его измельчать. Перекладываем печенье в блендер и измельчаем в крошку. Размер крошки на ваш вкус. У меня с заметными кусочками, которые останутся чуть-чуть хрустящими. Добавляем в печенье жидкие ингредиенты. У меня это молоко, которое я предварительно прогрела в целях пастеризации и увеличения срока хранения готового торта. Но можно использовать и другой склеивающий компонент – сиропы, масла, ореховые пасты, измельченные финики или их смесь. Главное, добавляйте склеивающие ингредиенты постепенно и следите за консистенцией, так как их количество будет другое. У меня ушло 60 грамм молока. Должна получиться вот такая клейкая консистенция, которая собирается в комок и не рассыпается, но при этом она не должна быть влажной. Собирать торт я буду в кондитерском кольце. Кольцо стоит на подложке, внутри проложена ацетатная лента. Выкладываем основу, утрамбовываем лопаткой. С помощью силиконовой лопатки можно уже получить достаточно ровный слой. А чтобы утрамбовать еще плотнее, можно использовать стакан с плоским дном. Такой стакан также очень выручает, если вы хотите сделать бортики для чизкейка. Кстати, для бортиков масса из печенья понадобится в 2 раза больше. Основа готова, приступаем к приготовлению сырного слоя. Нам понадобится 600 грамм рикотты. Выбирайте мягкую рикотту с некислым вкусом. У меня на канале есть видео с 3 вариантами замены рикотты. Можете воспользоваться ими. Но в данном случае нужно учесть, что творожные варианты не очень хорошо сочетаются с шоколадом. Это, конечно, на мой вкус, возможно, вы со мной не согласитесь. Добавляем 18 грамм подсластителя. Тщательно измельчаем эти ингредиенты с помощью блендера в однородную массу. Чем более гладкой будет рикотта, тем лучше. Не убираем рикотту в холодильник, пока готовится шоколадная часть. Для сырного слоя нам также понадобится 6 грамм желатина, заранее замоченного в 36 граммах холодной воды. Если ваш чизкейк тоже без бортиков и при этом ему потребуется перевозка, то для стабильности возьмите в 1,5 раза больше желатина и воды. По времени замачивания следуйте инструкции на вашем желатине. 100 грамм шоколада без сахара с содержанием какао-продуктов 72%. Важно, чтобы у шоколада не было понижено содержание жиров. Именно какао-масло, которое имеет свойство застывать в холодильнике, помогает нам стабилизировать сырный слой. И 150 грамм молока. Можно взять и растительное молоко. К молоку добавляем 20 грамм какао. Я просеиваю какао через сито, чтобы сразу избавиться от комочков. И размешиваю. Молоко с какао завариваем до исчезновения пузырьков на поверхности. От него начинает идти пар. Снимаем какао с плиты и в горячую жидкость добавляем желатиновую массу. Тщательно размешиваем до полного растворения желатина. Теперь, когда масса немного остыла, сейчас ее температура около 60-70 градусов Цельсия, можно перелить ее к шоколаду. Шоколад быстро растворяется при такой температуре. Размешиваем до полного объединения. Здесь, кстати, не будет лишним пробить массу с помощью блендера. Я просто активно перемешиваю венчиком. Масса еще теплая и довольно текучая. В нее добавляем рикотту порциями. Каждый раз тщательно перемешиваем.
Хорошо, если рикотта уже достигла комнатной температуры. В этом случае масса не загустеет сразу, и ее легко будет распределить ровным слоем. Примерно вот такая консистенция должна получиться. Выкладываем шоколадную массу на основу из печенья, разравниваем. Можно немного потрясти, чтобы поверхность выровнялась. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 5-8 часов для стабилизации. Теперь можно приготовить шоколадную глазурь. 20 грамм какао-масла, можно также использовать кокосовое масло или масло ги, но консистенция будет немного отличаться. Добавляем 20 грамм сухого молока, 15 грамм какао и 7 грамм подсластителя. Заливаем эту смесь горячим, но не кипящим молоком. Его понадобится 60 грамм. И тщательно соединяем все ингредиенты с помощью блендера. Можно использовать погружной блендер, можно блендер с S-образным лезвием. Желательно измельчать в течение 1-2 минут, чтобы образовалась однородная эмульсия. Получается очень ароматная и вкусная шоколадная глазурь. Она аналогична по текстуре глазури на ПП-шоколаде, просто здесь мы собрали шоколад из отдельных ингредиентов. Чтобы залить глазурью, не обязательно дожидаться полной стабилизации торта. Как только поверхность торта застыла, заливаем глазурь. Распределяем лопаткой. Можно немного потрясти форму, чтобы выровнять слой. Вибрирующими движениями выгоняем на поверхность пузырьки из глазури. Пока глазурь не застыла, можно полопать эти пузырьки зубочисткой. Снова накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник до полной стабилизации. Суммарно он должен провести в холодильнике не меньше 5 часов. Когда торт готов, снимаем кольцо, ацетатную ленту. У меня немного остались капельки конденсата на поверхности глазури. Их можно промокнуть салфеткой. Только промокнуть, не вытирать. Такого воздействия эта глазурь не выдержит. Вот такой аппетитный шоколадный чизкейк у нас получился. У него насыщенный шоколадный аромат. И выглядит он максимально шоколадно. Давайте его разрежем. Разрез крайне простой, но вы только посмотрите на эту текстуру сырно-шоколадного слоя. Насколько она нежная. Благодаря этой текстуре у чизкейка обволакивающий шоколадный вкус. Добавьте к этому хрустящую основу из шоколадного печенья и мега-шоколадную глазурь. И рецепт идеального шоколадного лакомства готов. Обязательно добавлю этот чизкейк в плейлист, понравится даже тем, кто не на ПП. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!